со многими мы встречаемся не первый раз и были в разных круглых столах. Моя позиция ясна, и она не меняется. И сегодня вот посмотрите, пожалуйста, мы сидим здесь, и эта проблема нас касается. И даже те острые проблемы, о которых говорят здесь, она касается и интересна в основном нам. Когда я веду занятия на семинаре или ведем лекцию, или говорим о том, что кто по какой проблеме хочет специализироваться, вы знаете, у нас профиль такой, что мы преподаем международные отношения. Америка, пожалуйста, Европа великолепно, постсоветское зарубежье, Прибалтика отлично, Украина, Казахстан хорошо. Как Кавказ лица меняется. И приходится применить, как-то убедить людей, что это интересно. И как-то получается даже. Вот опыт работы на кафедре постсоветского зарубежья в РГГУ, мы, несмотря на все эти сложности, сделали так, что, например, человек, этническая азербайджанка, изучает армянский язык, преподаватель армянский язык, который из Еревана и так далее. Вы знаете, что я хочу сказать? Как-то нам было, наверное, лет 20 назад, когда вот эти вопросы возникали, мы жили в общежитии, студенческое общежитие МГУ, потом в аспирантское общежитие МГУ. Многие ребята, кто-то из них, даже один из них был премьер-министром Армении, и как ни странно, когда приезжал в Баку, нашлось время встречаться с теми ребятами, которыми учились. Я не знаю, может, наверное, неправильно сейчас такие вещи говорить, но все мы люди. И это было. Вы знаете, мы когда встречались здесь, мы думали, что этот вопрос, который возник, в состоянии будет решать только наше поколение. Потому что нас объединяет не только 88 год, нас объединяет, например, и 70-е годы, и 80-е годы, и не только проблемы, но и многое, что вот сегодня является очень большим вопросом, когда сидишь за круглыми столами и начинают говорить, что никогда не будет мира в этом регионе. Оказывается, мы имеем такую же проблему, как имеют проблемы Палестины, не знаю, Израиль и так далее. И никогда мы общего языка не найдем, это невозможно просто. И невозможно даже вести интеграционные проекты какие-то. Вот. Но я хочу сказать, что вот то, что сегодня состоялось, это, во-первых, спасибо огромное за приглашение, Тиграну. И то, что вот сегодня состоялось, это на Исхаке, это уже большой плюс. И то, что каждый говорит свое мнение и говорит честно, открыто, это тоже большой плюс. Я согласен с тем, что невозможно интеграция конкурентов. Я понимаю, что это имеется в виду, что все-таки Южный Кавказ или Закавказье – это конкуренты для Европы, но не конкуренты для России. И когда мы говорим о конкуренции, значит, или о интеграции, конечно, имеется в виду, что, конечно, без России, без российского рынка что-то реально делать невозможно. Но, вы знаете, я закончил отделение истории КПСС и внимательно и глубоко читал, так приходилось в старом здании, ходили после занятий, читали, конспектировали классиков. И нас так учили, что, как говорил еще в свое время один из продолжателей идеи этого классика, что битье определяет сознание. И все-таки базис это первично. Но вот 20 лет истории, которые на сегодняшний день есть, вы знаете, мы все не пристаем, я имею в виду и азербайджанцы, и армяне, не пристаем удивлять, наверное, этих классиков или их продолжателей, потому что я исхожу из той колокольни, которую я видел до 1988 года. Я знаю, что если бы не было бы той проблемы, которая была, политических проблем, вы знаете, то, что было в том же Баку или в Закавказье, которых сегодня называют там теневой экономикой или что-то, но я знаю, что небольшой процент людей, которых называют предприниматели. И они были.
И если бы не были бы эти проблемы, наверное, не было бы того, что было сказано. К сожалению, на сегодняшний день, если брать не только армяне, но и азербайджанцы, и все население Южного Кавказа или Закавказья не живут у себя на родине. Проблема в экономике. Проблема в том, что мы этим не занимаемся. Проблема в том, что, открыто говоря, и, наверное, существует формальное отношение той страны, которая могла бы все-таки вложить и инвестировать и развивать эту экономику. Наверное, не только за пределами своих границ, но и внутри границ. Я очень рад, что приходит к власти такой сильный человек, но хотелось бы, чтобы и Россия, которая для всех нас очень родная страна, не была только сырьевым придатком. И создавалась бы реальная промышленность, и создавались бы реальные инвестиции. И я уверен в том, что, естественно, только благодаря России этот вопрос будет решаться, но только тогда, когда к этому не будут формально относиться, только тогда, когда будут находиться общие точки, они есть, и будут реальные шаги делаться. Я хотел бы, чтобы мы жили не в Колыме, а жили у себя на родине, и не только говорили о тех проблемах и напряженно смотрели на друг друга. У меня, слава Богу, этого не было и нет. Но смотрели так, как смотрели мы сами, смотрели наши деды, прадеды, и пускай смотрят наши дети.